Ну вот, наконец-то я, стартовала, началось мое одиночное велопутешествие. Первое по длительности такой. Старт у меня от Приискового. Сегодня планирую добраться либо до горной гряды Сундуки, ну, либо где-то до Подкамня, до Подлиственников. И вот, в селении Главстан на меня уже напали вот такие белые собачьи и не отстают, приходится идти пешком. Вот. Вот такие вот белые собачьи. Такое разрушенное строение из камня по пути. Довольно интересное. Показывает, как раньше строили здесь дома. Там шумит река Сарала. Мой маршрут до Саралы одноименной пролегает как раз параллельно этой реке. Я вот еду по новому мосту, а вот здесь вот видно останки. Останки старой деревянной переправы через Саралу. Вот там указатель был «Правая Сарала» это. Тут их, видимо, несколько рек с похожими названиями. Деревня Орджоникидзевская, сложное название. Осталось до Саралы мне 26 километров примерно. Вот такой вот здесь есть колодец интересный. Вот, он завинчивается, ведро, и достается вода. Колоритный. А вот, еще более старый колодец, вообще с гусаком. Эти колодцы через дорогу друг от друга. Прикольно. Ходишь из дома, а у тебя здесь река прям под окнами бежит. По-моему, вообще восхитительно. Вот так вот классно. По правую сторону вот тут что. Заводь для лягушек. Так как, в эту велопоездку велик мне предоставил друг, я успела перед поездкой на нем проехать только 9 километров, прямо накануне поездки. У меня 5-я точка сейчас уже вся отстегивается от неудобного мужского седла. Сейчас бы туда, на горы. Ну, мне еще до Саралы где-то около 10 километров. По такой дороге невозможно ехать и снимать. Вел все время заносит вот по этой щебенке. И вот там какие-то уже строения. Неужели уже Сарала? Для Саралы вроде рано еще. Реально это оказалось Сарала. Ближе, чем я думала. Добралась я за 2 часа 47 минут. В общем, только что выехала из Саралы. Сейчас буду сверяться с картами, смотреть вот на эту ли мне дорогу, либо сворот дальше пошел. У меня грипс адски натирают руки, поэтому вот такие перчатки за 10 рублей. Отличное решение, я думаю. Еду в Подкамень. Только что пилила в гору пешком на бешеном пульсе 200. Думала, пипец. Но я встряла пешком до Подкамня 15 км. Еще и лес кругом. Как не очень приятно. Меня, неистово стали жрать всякие мошки, москиты, оводы, слепни. Не знаю, кто это. Я опять задолбалась подниматься пешком в гору с велом. Сейчас поднялась на гору, и вот здесь такой вид. Вот. Черный юз показался. Такая дорога, это, по-моему, капец. Тащу велик все время, как самокат. Заедает мошка. Не могу достать спрей из-за того, что вот вся сумка примотана адски. И ничего там не найти. В лесу меня сожрали. Я психанула, кинула вел. Все размотала, достала пшикалку от комаров. Вся ей набрызгалась. И теперь я наконец-то выехала в степь. В степи мне вообще гораздо спокойнее, чем в лесу. Я не озираюсь по сторонам. Ну, по моим прикидкам, примерно километров 10 еще до Подкамня. В пути 5 часов. Проехала 62 километра. Как и отмечено на карте, здесь вот кошары находятся. Вот кошары. Не знаю, видно или нет. И вон они, кошары. Выехала на дорогу. Вон там гора змеиная. По этой дороге сейчас поеду в Подкамень. Желудок уже урчит. 5,5 часов пути, пора уже сделать обед. Так вот выглядит велосипед мой, снаряженный. На компе 69,5 километров. Вот я в Подкамне. Я, наверное, ее ходом проеду и где-нибудь за ней, где-нибудь вон там, сделаю обед. Я все еще в Подкамне. Заблудиться в 3 деревьях, в 3 соснах, это про меня. Я, на час плутала, вон где-то по степям, вон там. Пока не сообразила по карте, по 4-километровку, что что-то не то. Оказалось, что я еду вообще в другую сторону, пришлось вернуться в Подкамень, заново стартовать в Подлиственнике. Так я и не пообедала, мне что влом что-то готовить, жара. Хочется побыстрее до Подлиственников добраться, и я съела еще 1 банан, и на этом все. Капец, наконец-то я оторвалась от Подкамня, и я выехала на правильную дорогу, отмеченную на треке у меня. Смотрю на комп, чтобы засечь километраж до Подлиственников.
Смотрю, он у меня обнулился. Видимо, я рюкзак когда ставила, заплечник, нажала, я обнулила дистанцию. Дистанция у меня теперь 1,61 километра. Капец, я как назло даже ту не запомнила. 79, 80, примерно так. Опять меня стал донимать гнус. Я психанула, напшикалась. Короче, решила не ждать подлиственников, а просто схавать сейчас воздушный рис, потому что у меня уже ноги не едут. Километров 10 осталось, ну что-то сил вообще больше нет. На улице пекло. Я все сгораю. Еще и топить и топить. Постоянно заблуждаюсь. Блуждаю, то уеду не туда с горы, приходится назад тащиться. Осталось мне какие-то 8 километров, но я еду их с остановками через каждые там 500 метров, потому что что-то у меня вообще нет сил по траве крутить против ветра. Время в пути 9 часов 5 минут. Сил вообще больше нет никаких. Подлиственники впереди, где-то в километре, вон я их уже вижу. Я так думаю, что до сундуков я сегодня не доеду. И надо где-то возле подлиственников ночевать. У меня осталась только соленая вода, она меня бесит, безумно хочу пить. Сейчас подъеду в деревню, попробую там набрать чистой воды. Короче, сижу в подлиственниках, на траве, на каремате. Жутковатая деревня, какие-то руины, кто-то орет, какие-то пастухи. 3 дома, 2 из них разваливаются. У меня сейчас возникло такое желание попроситься на ночлег. Но я думаю, это надо не здесь делать, а в Юсе. А до Юса мне прилично. Еду, короче, все-таки в Юс. Какие-то тут вот странные березки проезжаю. Вытянутые и без листьев. Я наконец-то добралась до реки. Вот не знаю, пить из нее воду, кипятить. Или же доехать до деревни Юс и там в колонке набрать. Вот здесь такая прекрасная стрелка. Туда поедешь, через 3 километра на сундук попадешь. А вот если поехать вон туда, то попадешь в деревню Юс через 1,5 километра. Я, наверное, пойду туда сейчас за водой. Потом уже на сундуки ночевать. Короче, 5 машин туда сейчас приехало на сундуки. Поэтому не знаю, буду ли я там ночевать, либо где-то вот здесь, может быть, в леске ради безопасности. А вот на сундуки днем заскочу. В общем, вчера я была измотанная, мне было вообще не до съемок. Я так и планировала, что на следующий день расскажу. Я приехала в Юс, в деревню, нашла там магазин, купила там воды, напилась, сласть. Короче, купила там еще еды по мелочам. И решила ехать не на сундуки, а где-то близ сундуков в лес ставить палатку. Это уже было часов 10. Значит, я покрутилась, помоталась, нашла в лесу славное место недалеко от дороги на сундуки. Поставила палатку. Приготовила по-быстрому ужин, поужинала и где-то в 11:30 уже легла спать. Уснуть я, короче, не могла из-за того, что то рядом взбрыкнется коза. Прям вот рядом с палаткой взбрыкнулась, побежала сквозь кусты, поломилась, и как давай орать. А орут они же страшно. Слава богу, мне до этого рассказали, как орут козы, и я не боялась. Орет и орет. Но было это очень громко и очень мешало спать. Конечно, просыпалась неоднократно. В 4 просыпалась, в 5 просыпалась, сейчас 8:46. Я думаю, пора вставать реально. Все нормально, меня не съели, я живая, все хорошо. Вот так вот выглядит мой стан в окружении деревьев. Трава высокая, мухоты тут до хрена, комаров, мошки, они все меня пожирают яростно. Зато вон там вот с дороги, вон там дорога проходит на сундуки. Не сильно видно палатку. Ночью выпала такая роса, что палатка вся сырая. Сейчас буду ее сушить, прямо мокрая, как будто дождем ее полила. А вот здесь вообще конденсат адский. Конденсат. И все капает
Пока завтракаю, решила унести палатку вон туда на солнце, из-под деревьев, чтобы она там просохла. И опять на том самом месте, где был указатель прекрасный на сундуки. И вот что с ним стало за ночь. Этого указателя со стрелочкой больше нет. Я сейчас заеду в Юз, наберу воды и поеду на сундуки. Ну вот я и на сундуках, наконец-то добралась до них. Нашла тут неподалеку куча палаток, куча машин. Сейчас фестиваль проходит 3 дня, время перемен. Может быть, поэтому много народа, а может просто потому, что хорошая погода и выходные. Вот я на сундуках. Жаль, что не могу бросить вело и подняться прямо на саму гору. Народу тут немерено, тут палаточный городок. Можно было вчера не ночевать в лесу, а смело ехать сюда. А мне предстоит через Фуркал ехать в Жемчужный сегодня. Ну, там немного километров, наверное, 40-50, если не заплутаю. Короче, решила сколько-то подняться с велом на сундуки. Ну, так влом, жара. Наверное, сейчас поеду вниз. Вел вон там внизу оставила. Сама поднялась. Это так круто, вообще неохота отсюда уезжать. Такая красота, хочется все эти скалы облазить. Ну, блин, я боюсь, что я опять, как вчера, в подкамне заплутаю и приеду только поздно вечером в Жемчужный. А мне там еще жилье снимать. Я сейчас окунусь в прекрасную прозрачную водицу и поеду в сторону Фуркала. Вот туда. Долго невозможно в ней находиться. Лед вообще. Ледяная. Вот такой мост я только что миновала. Сейчас мне вдоль железной дороги. Туда примерно метров 500. До какой-то другой дороги. Я, короче, так перекалилась, что мне было не до съемок. Там, где мост через ЖД-дорогу я снимала. Я неправильно сориентировалась по карте и поперла по этому мосту. По нему ехать невозможно, все тащило волоком. Ой, короче, пру по нему, потом бах, включаю карту, смотрю, короче, надо было свернуть. Я в итоге нашла дорогу, умираю от жары, вон оттуда ехала, деревня Фуркал, я думала, до нее вообще никогда не доеду. И вон там, не знаю, видно, нет, торчит озеро Фуркал. И я сейчас, наверное, с разбегу просто в это озеро плюхнусь. Мне кажется, у меня какой-то перегрев и вообще плохо мне. Какой кайф. Вода, короче, вообще теплющая, вообще кайф, надо купаться. Всемирное озеро. Здесь и коровы купаются, и собаки, и дети, и я. Я уже занырнула. Короче, для счастья вообще так немного надо. Вот лимонад, холодный, булка. И искупаться в озере Фуркал, в теплой воде. Собачья, будешь сосиску? Осталась сарделька со вчерашнего дня. Вот и собачку угостила. То, что я задолбалась, это не сказать ничто. Я с Фуркала решила ехать не по своему треку через озера, через Белё, а просто тупо по трассе. Подумала, ну что по трассе, по асфальту легче будет. В итоге я еду по асфальту, тут везде тягуны, подъемы, спусков практически нет и адский встречный ветер. Я просто не могу крутить даже с горы больше 15. Просто адский встречный ветер. Мне до Шира осталось 2 жалких километра, и там до Жемчужного еще километров 12. Ну, я чувствую, все уже на грани. Я вот смотрю на машины, им такая халява, им это расстояние вообще смешно, реально. А я тащись и тащись, через 2 километра еду по чайной ложке. Вон уже Шира виднеется. Все, короче, знак показывает Жемчужный 1,5 километра. Я, считай, приехала, мне вон туда. Я в Жемчужном. Вот уже стоят машины с арендой любого жилья. Время 8 часов. Я голодная, как сатана, вообще ничего не ела, кроме булочки с газировкой. Так что сейчас самый смак. Короче, позвонила сейчас Николаю, знакомому мужику, у которого мы снимали жилье. Он сказал, что меня на машине встретит, и место как бы 500 рублей будет. А вообще просто ништяк, я счастлива, и все зашибись. Вчера я рано радовалась. Мужик этот меня не встретил, перезванивает через 5 минут и говорит: вот хозяйка против, что ты одна, и на сутки как бы номер убирает, все дела. Короче, мы тебя не можем взять на жилье.
Я думаю, ну пипец, придется жилье искать. Позвонила на пару объявлений, спросила, никто на одни сутки одному человеку не сдает, всем невыгодно. Потом видела объявление, подъезжая, говорю, есть одноместные. Да, есть, вот 350 рублей в сутки, окей. Посмотрела, а там не комната, там просто такой в здании перегорожен угол, и в углу стоит кровать и тумбочка. Ну, короче, халупа вообще жесть, просто невозможная. Ну, думаю, сначала, короче, поем, потом буду искать дальше. Поехала в кафешку, позвонила по объявлению, и вот как бы нашла на сутки вот такую вот комнату. Хотелось, конечно, что-то более цивильного, но, блин, после палатки в лесу как бы выбирать сильно не будешь. После ездового дня, когда ты уже устал. Вот такая 4-местка. Вот. Я спала даже без белья в своем спальнике. Короче, ем самое вкуснейшее в кафе. Ем второй день подряд уже плов и окрошку. Ну, жемчужный разгар сезона. Как в Сочах. Ну вот озеро Шира, вдалеке загорожено забором, всякие развлекаловки. Ну и здесь, видимо, платный вход, про который мне говорили. Вообще как бы бесплатно был вход. Я сейчас, наверное, вот туда вот вправо объеду и там заеду бесплатно. Посмотрим, как вода. В жемчужном даже бассейн появился с лежаками. Ну вот он, бесплатный вход к озеру. Нету тут ни лежаков, ни батутов, но как бы мне это все не надо. Если ночь будет теплая, то вода, молодой.